Искажение истории в угоду тем или иным силам порой так плотно наслаиваются друг на друга, образуя столь причудливые очертания, что со стороны кажется, будто они представляют собой единую, незыблемую картину, сквозь которую почти не видны тени реального прошлого. Эта история началась в далеком 2004 году, когда я по каким-то своим делам очутился в подмосковном городке Истра. Тогда я и увидел впервые Новоиерусалимский монастырь. Вид у него был откровенно заброшенный. Людей почти не было, поэтому я решил сделать остановку и прогуляться по этому месту. Самое яркое впечатление, оставшееся тогда от монастыря, это разбросанные возле него металлические и каменные плиты надгробия, на которых было, на удивление, мало православных крестов. Но было много гербов, были масонские пирамиды, черепа с костями, стилизованные солнышки. Но больше всего меня поразило наличие нескольких железных плит с мусульманскими символами, полумесяцами. Всю обратную дорогу эта мысль не давала мне покоя. Как настолько разные люди, сторонники абсолютно разных конфессий, оказались в одном месте? Возможно, тут была какая-то битва? Но потом обыденные проблемы взяли вверх, и на долгие 14 лет этот вопрос был забыт. И вот в 2018 году я вдруг вспомнил про эти странные плиты и решил изучить их подробнее. Мы с супругой прыгнули в машину и через 1,5 часа были на месте. За 14 лет изменилось многое. Появились платные стоянки, вся территория обнесена забором, все покрашено, обновлено, цветет и пахнет. Сам монастырь сияет на солнце отполированными до блеска куполами. Красота! Идут службы, паломников много, все как новенькое. И, вдохновленные ощущением новизны, мы смело шагнули в ворота. И вот тут меня ждал культурный шок. То, ради чего мы приехали сюда, железные надгробия, исчезли со своих мест, а на месте каждого из них лежал новенький гранитный камень со скромной надписью «Захоронение 17 века» или «Захоронение 18 века». Сами же плиты были перенесены в другой угол монастыря и сложены в 3 ряда, видимо, готовясь к утилизации. Первая моя мысль – как так? Как это захоронение 17 века? Ведь на плитах четко и ясно написано, кто именно там похоронен, когда родился, когда умер. Что за цинизм? С этого момента я решил разобраться в этой теме как можно подробнее. Но все оказалось не так просто. С какой бы стороны я ни брался за этот орешек, везде меня встречала железобетонная глухая стена недомолвок, нестыковок и тайн. С каждой минутой количество вопросов нарастало, как снежный ком, однако ответов не было. Мне бы хотелось рассказать о подземной церкви, о новодельных кирпичах под старину, о стяжках и многом другом, но оказалось, что я не первый, кто пытается проникнуть сквозь завесу этой тайны. Поэтому не буду повторять путь, уже пройденный другими, а просто размещу ссылку на материалы, к примеру, канала «Неофициальная история», который уже описал добрую часть этих загадок. Кто не в курсе про подземную церковь, замурованные ставни и тому подобное, перейдите по ссылке и ознакомьтесь. А теперь, когда я считаю, что с основной частью вы ознакомились, перейдем к загадкам. Загадка первая. Храм. В 1656 году патриарх Никон решил построить точную копию храма гроба Господня в Иерусалиме. Для этого он выбрал место в селе Воскресенское, очистил его и начал работы. Первым делом назвал окружающий ландшафт библейскими именами. Появилась гора Фавор, Голгофа, река Истра переименована в Иордан,
В общем, все фишки налицо. Правда, расположение этих мест относительно друг друга не совпадает. Ну кому это интересно? Ведь главное они есть. People's have it. Кстати, по официальной истории и летописи самого монастыря село называлось Воскресенское. Однако на карте Кусова уездов земли Московской губернии в XVIII веке от 1770 года черным по белому написано, что село называлось Вознесенское. И только потом, с 1781 года, на его месте появился город Воскресенск. Кстати, вы обратили внимание на еще одну нестыковку? Карта датирована 1770 годом, однако на ней написано про 1781 год. Подозреваю, что кто-то у нас явно владеет машиной времени. Насколько храм похож на храм гроба Господня, можете судить сами. Практически точная копия. Храмы действительно очень похожи. Однако есть и различия, причем довольно существенные. Например, в оригинальном храме в центральном зале 18 колонн по кругу, тогда как в Новоиерусалимском всего 16. Как можно забыть такую деталь, если все остальные переданы довольно точно? А снаружи различий еще больше. Разные купола, разное количество самих куполов. И если начать сравнивать дотошно, то поневоле приходишь к выводу, что строения все-таки разные. Наш храм, длина оси до входа в подземный храм примерно 81 метр. Ширина основного храма примерно 52 метра. У оригинального храма в Иерусалиме длина оси примерно 60 метров, а ширина примерно 35 метров. Внезапно Новый Иерусалимский храм аж на 30% больше оригинального. Вот так это будет выглядеть в реальности. То есть оригинальный храм гроба Господня в Иерусалиме легко поместится внутрь якобы скопированного с него подмосковного храма. И тут меня никак не покидает мысль, как можно так себя самообманывать? Ведь место погребения Христа уникально именно тем, что оно единственное в мире. Как можно на голубом глазу утверждать, что это точно такое же святое место и по тем же причинам? Но, может, все на самом деле не так, как кажется? К этому мы еще вернемся, а пока давайте рассмотрим купол храма. Особенно вид изнутри. Других таких куполов не найдешь. Этот купол был построен по проекту Растрелли после пожара 1726 года. Почему он сделан именно в виде ступенчатого свода? Совершенно неясно. Однако, когда заходишь внутрь и смотришь снизу вверх, не покидает ощущение, что ты находишься внутри Вавилонской башни с картины Брейгеля. На что намекает нам Растрелли? Если это, конечно, был он. Есть странности и в самом внешнем виде обоих храмов. Вот посмотрите еще раз внимательно. Ничего не напрягает? Вот эта часть стены закругленная, глухая, без входа. Туда прямо-таки напрашивается алтарная часть, правда? Однако это западная часть храма, и поэтому алтарная часть находится в противоположном конце. А почему тогда западная сторона имеет такую форму и не имеет входа? Вообще сам внешний вид храма напоминает что-то иное. Создается четкое ощущение, что под храм приспособили какое-то другое строение, имеющее другое назначение. Купола смотрятся немножко неестественно по сравнению с основным зданием, не правда ли? Попробуем убрать купола и посмотрим, что получится. Вот так. Ничего не напоминает? А вот так. Дико, но, как ни странно, смотрится гораздо более естественно. Да, это больше похоже на крепостной форт. Загадка вторая.
Крепость. В интернете существует много разборов крепостной стены в частности и всего монастыря как крепости в целом. На том же канале «Неофициальная история» довольно хороший разбор внутренностей оборонительной стены. Поэтому, как бы мне не хотелось рассказать о древнем кирпиче, который на самом деле совсем новенький, лишь изготовлен по старым образцам, о свежих трещинах в кладке, о криворукости строителей, но все же повторяться я не буду и отправляю замыленные рассказы в топку. Посмотрим на крепость с другой стороны, снаружи. Да еще и отойдем подальше, чтобы лучше видно было. Посмотрите, как высоко сделана насыпь перед монастырем. Она чуть ли не в 3-4 раза выше кремлевской насыпи. Люди по сравнению с ней кажутся муравьями. То есть данная крепость всерьез задумывалась как оборонительное сооружение. Даром, что не участвовала в войнах. Или участвовала. Но тогда давайте и посмотрим на нее именно с оборонительной точки зрения. Для ведения успешной обороны требуется несколько простых, но важных вещей. Первое. Высокие, крутые и прочные стены. Второе. Большие, а еще лучше восполняемые запасы воды и еды. Третье. Максимально затрудненный подход к стенам. Четвертое. Максимально упрощенный и защищенный подход для резервов. И если с высотой и прочностью стен никаких проблем не наблюдается, то вот с остальным все как-то не слава богу. Нет, конечно, расположение крепости в излучине реки – это прекрасно и правильно. Ведь река является одновременно и источником воды, и оборонительным рвом. Но в таком случае стены нужно ставить вплотную к реке, а не на расстоянии от 200 до 700 метров. Давайте прогуляемся по окрестностям, там, где не ходят туристы. Если мы повнимательнее вглядимся в очертания излученной реки, то с удивлением обнаружим две вещи. Во-первых, река и ее изгибы подозрительно резкие, угловатые, напоминают как раз то, что и должно быть на этом месте – оборонительный ров Звездной крепости. Во-вторых, и с одной, и с другой стороны реки есть пруды, старицы, похожие на остатки старого русла и старых каналов, подозрительно ровные, изгибающиеся также под ровным углом. Кроме того, река, так же как и запруды, на всем своем протяжении вокруг монастыря практически не меняет своей ширины. Она всегда составляет 16 метров, плюс-минус метр. Берега на всем протяжении крутые и ровные, высотой около 1,5-2 метров. Вон он, монастырь Новоиерусалимский. А сейчас мы его обходим вдоль реки Истры, вдоль побережья берега. Берега здесь очень крутые, очень. Я туда спускаться не буду, но это 2,5 метра высоты. Ну да. И пустырь. Везде, в местах, где должен стоять выступающий редут, растительный слой слабее и образует пустоши. В самой дальней, западной части излучины от воды идет глубокий, идеально ровный, прямой ров, примерно 210 метров длиной. Тут надо сказать, что в самом конце рва находится что-то похожее на конюшню для пары лошадей и ветряная мельница. Однако, если бы ров шел именно к мельнице, то ему пришлось бы повернуть еще на 60 метров к северо-западу. А конюшня, фактически не работает. К тому же мельница официально была построена в середине 70-х годов прошлого века. А судя по толщине деревьев, полностью заполнивших собой ров, этот канал не работает и заброшен уже как минимум 60 лет. То есть еще до строительства мельницы.
Надо сказать, что в глубине этого массива начинается непроходимый бурелом. И по сути нет ничего. Однако на всем пути из самых неожиданных мест выглядывают камеры видеонаблюдения. Итак, по моему предположению, на этом месте должна была быть звездная крепость. Она занимала бы весь массив излучины, а может и больше. Однако была засыпана большим слоем глины. Кроме того, что я уже сказал, в пользу этого предположения выступают и подземный храм внутри монастыря, и ров, который идет к лесному массиву, где по идее должна находиться вторая часть центральной крепости. А также вот этот кусочек кладки стены монастыря, сделанный явно из других материалов и по стилистике как раз больше подходящий звездным крепостям. Ну а раз так, значит она должна была быть на старых картах, верно? Однако на старых картах, доступных в интернете, например, на ресурсе «Это место.ру» и тому подобных, ничего подобного не обозначено. Церковь и все тут. Да и стоит ли вообще верить картам, датировка которых на 10 лет раньше надписей на них? И вот тут я вспомнил про наполеоновскую дорожную карту, которую предъявлял в роликах о таинственном городе. Несколько напряженных минут поиска и вуаля! Город Воскресенск и крупная крепость-звезда. Именно крепость, а не церковь или монастырь. Церкви на этой карте обозначены иначе. Но ведь и эту карту могли подделать. Да, могли. Но ей я верю больше. Она не представлена на наших сайтах и вообще не планировалась для демонстрации в России. И очень уж тщательно выполнена. Кстати, а что с картой, которую я освещал в фильме «История и победители»? Ведь я должен ей верить по собственным же словам. Ну да, должен. И я верю. Только на ней нет никакой церкви. И крепости тоже нет. Загадка третья. Лермонтов. Говорят, что в 1830 году этот монастырь посетил Лермонтов и на стенах жилища патриарха Никона нацарапал такой стих: «Оставленная пустынь предо мной белеется вечернюю порой. Последний луч на ней еще горит, но колокол растреснувший молчит. Его, бывало, заунывный глаз звал братьи к всенощне в сей мирный час. Зеленый мох, растущий над окном, заржавленные ставни и кругом высокая полынь. Все без слов нам говорит о таинствах гробов». Вас ничего не напрягает? Например, вот эта строчка: «Звал братьи к всенощне в сей мирный час». Она такая никакая в этом стихе. И вот что я подумал. Ну что могу сказать, друзья, слов нет. Я тоже иногда, бывает, черкну пару строк, а потому скажу вам твердо, что поэт так поломать свой ритм рассказа попросту не мог. Строка про братьев столь чудовищно кривая, в рассказе с четким ритмом и структурой, что явно чувствуешь, вот тут рука чужая, перечеркнула голос автора цензурой. Кто может не заметить столь чудовищный косяк, лишь не способный чувствовать гармонию, возможно, от рождения? Такую строчку трудно даже прочитать, но главное для них не стих, а поминание о всеночном бдении. Другими словами, строчка про братью и монахов явно вставлена кем-то другим и только с одной целью – упомянуть монахов, придать видимость их долгого пребывания здесь. А между тем Лермонтов, если это действительно был он, писал совершенно о другом: о запустении, о забвении, о долгом пребывании без хозяина. Да и само то, где и как были написаны эти стихи, на стене обители нацарапаны в стиле «здесь был Вася», что также говорит о заброшенности, а также о таинствах каких-то гробов. И вот тут мы плавно подходим к четвертой,
главной загадке. Загадка 4. Гробы. Теперь повнимательнее присмотримся к надгробиям и людям, чьи имена и фамилии кто-то скромно прикрыл сейчас надписью «Захоронение такого-то века». Якобы неизвестное. Что это за люди, которых, по всей видимости, решили предать забвению? К сожалению, я не нашел среди выставленных плит как минимум еще 2 железных надгробий с арабской вязью и мусульманской символикой. Хотя я точно помню, что еще 14 лет назад они были. Жаль, не догадался тогда сфотографировать. Поэтому будем считать, что у меня, скажем, синдром Манделы. Но одно надгробие с арабской вязью, правда каменное, все же сохранилось. Поэтому прошу тех, кто умеет читать арабскую вязь, пожалуйста, помогите в переводе. А вот большинство остальных надписей на плитах легко читаемы, поэтому их стало возможно структурировать по датам, именам и принадлежности. Сразу бросается в глаза, что среди 25 надгробных плит как минимум 5 принадлежат роду Бестужевых-Рюминых. Надеюсь, никому не нужно напоминать, что это за род. Некоторое время он даже правил Россией в период с 1725 по 1730 годы, сразу после Петра I, пока наследник был слишком молод. Да и последующие 10 лет тоже фактически управляли они. Итак, начнем. Первое. Анна Александровна Бестужева-Рюмина, урожденная Оболенская. Дочь князя Оболенского. В Википедии информации 0. Однако в генеалогическом древе она присутствует, и дата ее рождения отличается от даты на надгробии аж на 10 лет. Что это? Далее, второе. Наталья Степановна Щербатова, урожденная Бестужева-Рюмина, княгиня, жена князя Семена Ивановича Щербатова. Про нее Википедия не знает вообще ничего. Однако на сайте Geni.com через генеалогическое древо Щербатовых она все же нашлась. Однако ни дата рождения, ни дата и место смерти и захоронения не указаны. Третье. Наталья Алексеевна Карпова, урожденная Бестужева-Рюмина. Несмотря на то, что она была супругой тайного советника Александра Карпова, ни Вики, ни генеалогические сайты про нее ничего не знают. Про супруга ее, Карпова Александра Дмитриевича, известно только то, что он был генерал-поручик и до 1807 года был правителем города Симбирск и, соответственно, губернатором Симбирской губернии, после чего был назначен тайным советником. Однако тут же похоронен, видимо, их сын, проживший всего 7 лет, Карпов Дмитрий Александрович. Еще одно надгробие, словно специально отбито, чтобы не читалось, кто похоронен. Однако читается все же фамилия Бестужева-Рюмина, то есть женщина, и годы жизни с 1771 по 1806 годы. То есть прожила эта девушка всего 35 лет. Нигде в интернете, ни в генеалогических древах нет информации о Бестужевой-Рюминой, скончавшейся в эти годы. Далее. Голицына Мария Семеновна, также княгиня, дальняя родственница Щербатовых, а соответственно в родстве с Бестужевыми. Екатерина Ивановна Оленина, урожденная Шувалова. Про нее интернет молчит, либо требует денег за информацию. А вот Наталья Никитична Нащекина, урожденная Желябужская. Казалось бы, кто это? Какая-то Желябужская? А оказывается, что по отцовской линии она через поколение аж княжна Голицына. А по матери, прям напрямую по матери, аж целая Нарышкина.
Да-да, те самые Нарышкины, то есть вполне себе дальняя родственница Петра I. А также в генеалогическом древе этой мадам присутствуют князь Прохор Долгоруков и Андрей Артамонович граф Матвеев. Да-да, тот самый, что по указу Петра I ездил во Францию, чтобы нарисовать карту Российской империи. Подробнее, конкретно о нем, в ролике «История и победители». Хитрово Елена Ивановна, урожденная Оленина, по материнской линии польская дворянка. Полунина Агафена Алексеевна, совершенно неизвестный персонаж на фоне всех предыдущих имен. Дарья Алексеевна Муратова, урожденная Татищева. Также совершенно неизвестная личность, однако фамилия Татищев нам знакома, не правда ли? И снова Голицына Елена Петровна, княгиня, дочь князя Голицына и, соответственно, также родственница Бестужевых. И все перечисленное – лишь половина списка. Кроме того, здесь захоронена аж целая баронесса Юлия Григорьевна Рено, которая по материнской линии кровно связана с дворянскими родами Кирьяковых, Чесноков, Гамалея, Дорошенко, Милорадовичами и Стефанович, Хорватами, Акацатовыми и также с родом Искра, то есть как минимум с 9 дворянскими родами. То есть тут лежат сплошные княгини, родственники правителей, информация о которых странным образом стирается, будто их и не было вовсе. Но самый интересный персонаж среди этого сонма княгинь и графов – внезапно затесавшийся крестьянин Тарас Семенович Рыжонин, который и жил-то совсем в другой волости, в Мытищинской, то есть около 50 километров по прямой отсюда. Но его тело зачем-то привезли сюда и похоронили среди графов, да еще и поставили памятник. А еще тут похоронен целый архимандрит Мелхиседек, причем неизвестно какой. Примерно в то же самое время одновременно с ним существовало еще как минимум 2 архимандрита с таким же именем, но даты рождения и смерти у них отличаются. Но церковь же должна знать своих архимандритов? Нет, плита отнесена в общую копилку, а на месте его опять-таки неизвестное захоронение 17 века. Итог. Итак, давайте попробуем суммировать то, что мы узнали. Новый Иерусалимский монастырь воздвигают на месте некой крепости звезды. Предлогом к постройке служит желание патриарха якобы скопировать святые места и храм гроба Господня. Как у него это получилось, судите сами. Однако он выбирает для постройки село Вознесенское, которое переименовывают затем в город Воскресенск. То есть село со странным названием Вознесенское существовало до постройки монастыря. Вы меня извините, но такие названия просто так селам не дают. По крайней мере, тогда точно не давали. Так кто или что вознеслось на том самом месте до строительства монастыря? Что воскресло там до его постройки? Монастырь, кстати, мужской, но большая часть похороненных – женщины. Самые сильные и знатные люди, князи, правители России, отправляют тела своих любимых хоронить именно сюда. Причем делается это так, чтобы память и записи об этих людях были, скажем, не для всех. Причем традиция эта не останавливается. Хоронят здесь с 1775 по 1900 годы включительно, в том числе и в 1826 и в 1830 годах. Однако, приехавший сюда зачем-то Лермонтов пишет нам об оставленной пустыне, треснувшем колоколе, траве, полыни и заржавленных ставнях. Рисует вид заброшенного всеми пустыря.
Затем в его стихи некто вставляет пару строк о монашеской братии, видимо, чтобы ни у кого не возникало сомнений. Но его с головой выдают парашют, отсутствие чувства ритма и гармонии. Растрелли, приехавший якобы на восстановление храма, рисует нам купол, повторяющий Вавилонскую башню, являющуюся символом стремления человека прийти к Богу. И вот, через 200 лет после основания монастыря и появления города в 1870 году на абсолютно противоположном конце Подмосковья, в нескольких сотнях километрах, без видимых на то причин, появляется еще один город – Воскресенск. А еще через 100 лет, уже при советской власти, старый древний город Воскресенск переименовывают в город Истра, якобы чтобы не путать с новым Воскресенском. Логика зашкаливает. Или все правильно? Или это сделано специально, чтобы постепенно, через много лет, скрыть настоящий Воскресенск от людей? И также, не спеша, аккуратно, прямо на виду, постепенно перемещают плиты надгробий сначала на временные помосты, а потом... Что потом? Потом они исчезнут? А вместо них останутся только безликие гранитные глыбы со скупой надписью «Захоронение 17 века». А может все не так? Может, библейские события на самом деле происходили именно здесь? И это как раз храм гроба Господня, копия Нового Иерусалимского. Как бы то ни было, но очевидно, что здесь скрыта какая-то великая тайна. По скриптум. Я не сторонник раскладывания слов на слоги. Честно говоря, это действие кажется мне каким-то страшным колдунством. Однако нельзя не признать, что во многих случаях раскладыватели оказываются правы. Это я к тому, что мне стало интересно, откуда пошло название реки Истра, огибающей монастырь. Что означает это слово? И Википедия услужливо начинает подбрасывать нам уже привычные латышские, литовские, немецкие названия, созвучные со словом «струя». Но оказалось, в старославянском есть такое слово «ист». Оно так и переводится – настоящий, истинный. То есть река Истра означает просто «истинный Ра». Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей увидите вы сбой, то не стесняясь, четко, грамотно и без запинок, оставьте под видосом гневный комментарий.